Привет! В этом видео я покажу, как сделать 3 варианта айсинга или глазури для бомбочек. Вообще рецептов будет больше, чем 3, и дальше вы поймете почему. Для начала мы рассмотрим состав и способ приготовления. Кстати, все составы есть в описании. Затем проведем краш-тест и посмотрим, как глазурь будет выглядеть при растворении в воде. А затем выделим плюсы и минусы. Поехали! Первый рецепт будет состоять всего из одного компонента – из мыльной основы. Но не спешите радоваться. Несмотря на простоту состава, в рецепте есть подводные камни. Итак, для начала нам нужно растопить мыльную основу. Затем, если нужно, покрасить ее, желательно безводным красителем. Затем мы ждем, когда основа остынет, и это самый важный и сложный момент в этом рецепте. То есть основа должна быть не горячей и при этом оставаться жидкой. Далее мы берем бомбочку и погружаем ее немного в основу. Можно это сделать пару раз. И оставляем застывать. Следующий вариант довольно популярен, но я добавляю в него небольшую модификацию. В основной состав будет входить какао-масло, сода и полисорбат Twin 80 либо 20. Полисорбат поможет образовать гидрофильную плитку, а без него это будет просто масло с содой. Взвешиваем масло и полисорбат, топим до полного растворения, добавляем соду. Можно окрасить смесь с помощью косметического перламутра. Аккуратно перемешиваем. Теперь нам нужно, чтобы смесь остыла и немного загустела. Для этого можно поставить емкость в мисочку с холодной водой и не забывать перемешивать, чтобы все равномерно густело. Я также ставлю вторую миску обычно еще с горячей водой, чтобы немного подогревать смесь при чрезмерном загустении. Чтобы убедиться, что консистенция удобна в работе, я рекомендую иметь тестовые кусочки бомбочек под рукой. Теперь окунаем бомбочку один или пару раз и ставим затвердевать. Обычно все затвердевает за несколько часов, но это, конечно, будет зависеть от температуры воздуха. К этому рецепту я предлагаю модификацию, а именно добавление винного камня. Винный камень имеет немного кислый pH и в сочетании с содой дает эффект медленного растворения и добавляет твердости. Конечно, можно попробовать и лимонку взять, но этот вариант мне нравится больше. Действия такие же, просто вместе с содой добавляется еще и винный камень в соотношении 2 к 1. Третий рецепт самый сложный по компонентам, но по сути это уже полноценная гидрофильная плитка, в которую можно добавить комплекс уходовых масел. Я же постаралась максимально упростить эту вариацию и сделать ее доступной без потери пользы. Итак, нам потребуется эмульсионный воск Полавакс, полисорбат, масло какао и масло ши. И тут хочу сразу отметить, прелесть эмульсионного воска состоит в том, что он позволяет благодаря своей твердости создать множество различных вариаций. Например, не добавлять масло какао, если на него аллергия, и при большем проценте полавакса заменить его на масло ши или масло манго. В жаркие дни можно увеличить процент полавакса и не добавлять полутвердые и жидкие масла. Простор для вариаций огромен. Итак, для начала все взвешиваем, отправляем на водяную баню. После расплавления можно окрасить смесь с помощью косметического перламутра. Далее начинаем перемешивать смесь. Я в этом случае также использую миски с водой для охлаждения и подогрева. Добиваемся равномерной консистенции. Тестируем на пробные бомбочки и макаем 1-2 раза. Также в этот рецепт можно добавить соду и винный камень, и глазурь будет медленно таять в воде. Время застывания очень зависит от рецепта и температуры воздуха. Я категорически не рекомендую класть бомбочки в холодильник, так как это может все испортить. Застывать все должно при комнатной температуре. Обычно гидрофильные плитки могут затвердевать вплоть до 3-5 дней при одинаковой температуре воздуха, в зависимости от состава. Поэтому не переживайте, если на следующий день глазурь не будет твердой. Так, первый вариант это мыло. Если честно, мне нравится меньше всего. Наверное, надо было побольше окунать раз, чтобы не просвечивался вот этот нижний слой.
И, по-моему, вот на этом варианте произошла реакция, то есть, несмотря на то, что я окунала в теплые, казалось бы, мыльные основы, но реакция все равно чуть-чуть прошла. Конечно, верхушка твердая и никак не деформируется, ну, это мыло, что с него взять. Дальше. Вот это уже более интересные варианты. Это масло какао с содой и твин. Давайте посмотрим. Выглядит симпатично. И я довольно сильно давлю сейчас, если честно. Твердая поверхность, то есть никакой деформации не происходит. Это хорошо. И вот этот вариант, наверное, мне нравится больше всего. Это вместе с винным камнем. И также проходит краш-тест. Зеленый вариант с деформацией был с добавлением жидких масел, и он застыл спустя 2 дня, то есть я немного поспешила. А вот этот вариант, он уже без жидких масел и затвердевает, конечно, гораздо быстрее. Но в эту рецептуру я не включила твин, и потом я покажу еще один вариант уже с твином, и мне кажется, это наилучшая версия.